Друзья мои, доброе утро! С вами на канале Анна Ольга Николаевна. И сегодня мы поговорим и дела поделаем. Сегодня у нас 16 июня. Сегодня мне предстоит съездить на работу. Значит, определено время с 10 до 16, то есть в любое время в это. Наконец-то у нас в Петербурге тепло, очень тепло, даже хотелось бы попрохладней, но лето есть лето. И я посмотрела, у нас будет погодка, по-моему, по выходной включительно, будет, по-моему, до 25 без осадков, а потом немножко успокоится, опустится до 22. Ну, так я округляю. И в следующую пятницу, через неделю, опять будет тепло. Но если это предсказали правильно. А сегодня я хочу с вами вместе между делом сейчас вот сделать перцы. Перцы зафаршировать хочу, да. Здесь я уже, смотрите, сделала вот так чесночок, лучок, морковь тертая, немного подсолнечного масла. Это я приготовила уже, чтобы не отвлекаться еще и на это. Здесь подготовила перец. Здесь подготовила фарш. Фарш добавила немножко тоже моркови, остальное просто лук и специи. И, как вы видите, вот здесь я сделала на кубики, порезала плавленый сырок «Дружба». Помните, такие в детстве были? Они и сейчас есть. Плавленый сырок «Дружба». Я порезала на кубики, и я в фарш добавлять буду этот плавленый сыр. А делать мы будем вот таким вот образом. Смотрите, значит, к примеру сказать, я вот сейчас начиняю вот таким вот образом, значит, добавляем сюда фарш, сюда же добавляем, вот так распределяем несколько кусочков туда, добавляем этого плавленого сыра. Сверху еще разочек мы сверху добавим. Вот так. Я сейчас посмотрю, чтобы у меня это самый такой толстый перец. Остальные, по-моему, помельче будут. Значит, в этот то же самое мы сейчас сделаем. Вот так вот. Сегодня я, видите, не руками, ложкой делаю. А то иногда я не очень заморачиваюсь по этому поводу. И в основном руками делаю все эти вещи. А сегодня, видите, как решила, чтобы более-менее было прилично на меня смотреть. Да, вот так вот. Далее, теперь еще перчинку. Я хотела поменьше даже кастрюлю взять, а потом примерила, не помещается. Не помещается. И поэтому побольше взяла. Это у меня мультиварка. Ой, подождите, не мультиварка, мантоварка. Вот. И она небольшая, на 2 решеточки. Кастрюля такая, которая как бы видит индукционная плита. Поэтому кастрюля вот оттуда. Так, здесь, значит, мы еще добавим то же самое сюда. Так, и это я сделаю. У меня перец будет готов. Значит, всегда можно будет знать, что что-то у нас есть на перекус. Не заморачиваться. Что же нам покушать, а вдруг еще кто-то придет. Ну, а придет кто у меня рядом? Свои люди живут.
Поэтому придется, если что, и угостить. И чтобы вот так вот не думать, ой, а чем же, и всегда было что-то покушать. Поэтому вот я сделаю, а потом буду заниматься своими делами. И на работу съездить и так далее, и еще что-то, куда-то сходить, где-то даже, может быть, там задержишься или что-то. Ну, в общем, без проблем дома еда будет. Вот так вот. Это по поводу этого. Ну и хотелось бы вспомнить, как мы с вами пельмени делали. Полуавтомат. Да, полуавтомат у меня был при приготовлении. Полуавтоматом мы пользовались. Вы знаете, вот хочу опять же вспомнить эту решеточку. Ну, вы пишете, да, такие были, и такие у всех почти были, и все. Но самое главное, я тоже такую помню решетку с детства, еще у своих родителей. Но самое главное, что никогда ей не применяли ее так, как вот я применила лепка пельменей, так сказать, приготовление. Даже никогда не знала. И даже никогда никто не говорил, что это для того, чтобы делались пельмени. И как-то не так давно, уже вот я, будучи примерно приближенный возраст, который сейчас у меня, я только-только узнала, что, оказывается, это делается, пельмени делаются. Я даже сначала, знаете, как думала, вот называли как бы так вот пельменница. Я почему-то думала, пельменница, скорее всего, вот мое было мнение таково, что, значит, мы их делаем, ручным способом делаем, это я так считала, и до недавнего времени, можно сказать, делаем. И вот в эти пустые кругляшочки я посчитала, что накладывают пельмени, вот так вот их выкладывают, и когда впрок делают, и в заморозку их на этом вот отправляют в заморозку, понимаете? Еще думаю, ты посмотри, как обязательно надо делать хвостики, закруглять, чтобы они были кругленькие, чтобы, значит, применить вот на эту подставочку. Так и считала всегда. И как-то потом, уже вот буквально, ну пускай года 3 назад, я по случаю узнала, что это, оказывается, вот как делают. И да, и как-то я однажды даже попробовала, это было тоже уже, наверное, года 2 назад, я попробовала, когда вот узнала, с тех пор и попробовала. Думаю, как же так? Изучила все. И после этого вот с вами вместе решила тоже сделать. И я даже забыла, что, понимаете, значит, надо... Ну, кто-то мне там написали, да, вы написали, что нужно было как бы муки больше добавить. Но это муки нужно было добавить, я сейчас понимаю, который лист первый я, значит, раскатывала, и вот та сторона, которая соединялась бы с этой формой, да, она, скорее всего, и должна быть пообильнее в муке. Да, а я забыла, и я даже, вы знаете, думаю, она, наверное, влажная должна быть. Я ее немножечко даже так вот увлажнила, и думаю, чтобы хорошо. А потом-то я поняла, но уже было поздно, когда они у меня плоховато отсоединялись. Вот такая вот, да, оплошность получилась, как говорят. И на старуху бывает проруха. Вот так вот у меня произошло. Да, но сегодня без всяких оплошностей. Мы сделали перец. Перец замечательный. Перец я еще когда отчет держала, что я купила подешевле, он был чуть зеленый. И уже вот он у меня сколько лежит, понимаете. Его уже нужно край просто применить. И вот сейчас я поставлю его сверху поставлю. У меня, значит, немножечко, ну, как бы начнет даже поджариваться там лучок, и это морковь, все. И после этого я уже добавлю томат, водичку, и будет у меня он до готовности доходить. Вот так вот. А сейчас я попытаюсь, даже, видите, вот 4 и 5-му места нет. А придется его каким-то образом все-таки сюда тоже поместить.
кастрюля небольшая. Нет, поместим. Даже вы не волнуйтесь, мы обязательно и этот сюда поместим. Поместим. Вот так вот. Сейчас этот потолще его туда. А этот немножечко вот так вот потесним. И тоже его прижмем. И здесь немножко даже в некоторых перчинках, смотрите, уже родились еще такие крошечные перчинки. И я их не выбросила. Вот прям уже начинают расти. В этом перце еще растут, уже начинают расти еще такие молоденькие перчинки. И я их, кстати, не выбросила. И сейчас вот сюда вот я их так вот это воткну, приткну, воткну. И пускай они у нас тут то же самое, значит, доходят до готовности. Ну и все. Вот и все. И это все. И вот теперь смотрите, как у нас с вами получилось. Я сейчас это уберу подальше. И вот так вот вам покажу. Вот, смотрите, вот так они тут у меня красиво выглядят. Все. И мы ставим их тушиться. Сейчас я еще немножко, знаете, у меня, кстати, купила вот такую вот мельницу, смесь 4 перцев. Как-то немного по-другому раньше выглядели, а сейчас вот такая вся прозрачная. И очень-очень даже мне понравилась. Какая-то такая легко, в общем, легко она крутится. Вот. И мы сейчас сюда еще перец добавим. Вот такой вот молотый перец. Вот лаврушка, все это здесь. Чесночок даже 2 зубочка. Все это здесь. То есть вот и все. И теперь я все это ставлю. И будет у нас готово, я думаю, ну, минут 40, а то и час. Это 100% столько будет тушиться у меня. Так что вот так вот, друзья мои. А сегодня я еще съезжу по работе. Ну, не обязательно говорить, в чем причина. Мне позвонили. Я говорила, по-моему, вам, что надо будет съездить. Вот отложила, значит, надо теперь поехать и обязательно. Причем уже откладывать некуда. Вот. Я не познакомила вас, какие у нас праздники. Да, а без этого никак. Надо обязательно напомнить. Я вот так вот сделаю, чтобы посимпатичнее было. Вот. И скажу. Но я не хочу какие-то такие серьезные, навороченные праздники. Не будем о них говорить. Будем говорить немножко более о позитивных моментах. И сегодня у нас день чекушки, праздник чекушки. И если кто-то помнит, чекушкой называлась. Значит, емкость обязательно стеклянная. И обязательно там, как бы емкость ее была по объему 250 миллилитров. Да, вот стеклянная емкость 250 миллилитров. И это всегда называлось чекушкой до определенного времени. И, как правило, значит, в такой емкости в основном продавали водочку. Да, водочку. Вот. И говорили даже как-то там чекушка, чекушка. Я даже помню. Вот помню такое выражение. Ну и раз у нас праздник этой чекушки, значит, мы сегодня рекомендовано, советуют встретиться с друзьями, посидеть, поговорить, повспоминать какие-то интересные моменты. Так что рекомендую встречи с друзьями, вспомнить праздник чекушки, да, и отметить, возможно. Это по поводу такого прикольного праздника. И по народным приметам, по народному календарю сегодня Лукьян-ветер. Да, есть таковой Лукьян-ветер. В это время, значит, в этот день, если вам приснился, вот сегодня ночью, какой сон приснился, значит, он должен быть вещим. Если вы увидели, кого-то вы встретили, он может быть вашим суженым. Если там еще что-то, то есть я говорю, вот вещий сон, да,
Вот именно вот эту ночь, которая вот вы встали сегодня утром, накануне вот эта ночь и есть. Она вещий сон, если вы видели. Так, это по поводу сна. Далее. В этот день, если ветер дует с определенного места, то тоже можно понять, к чему. Так, если, допустим, южный, к хорошему урожаю. Если восточный, то все-таки сторонитесь, вдруг вы можете приболеть. Ну и так далее. Больше не буду говорить со всех сторон с каких. Так, в общем, и если кто-то там около дома, на участке, на садовом участке или в частном доме живет и примерно планирует, допустим, делать или рыть, наверное, колодца, делать колодца на своем участке, то нужно, значит, сковороду взять, вот так вот ее перевернуть дном кверху, и там, где вы хотите, определили место, будет у вас колодца, вы должны эту сковородку положить таким вот образом на ночь и на утро посмотреть, если только там будет вода, то есть как роса, да, внутри этой сковороды, значит, вы правильно определили место. Вот так вот. Вот и это имейте в виду. А я, кстати, тоже это слышала, только я не знала раньше, что именно этот праздник, то есть вот, по народному календарю, и поэтому не связано было с праздником с этим, но я слышала от старых людей, еще будучи, когда у меня была дача, а дача у меня была, кстати, очень рано, наверное, мне было в районе 30 лет. Я потом продала дачу, по определенным обстоятельствам. И вот тоже возникал вопрос, что где-то нужно, значит, чтобы была на участке вода своя. И даже приглашали людей, и они только, знаете, какими-то проволочками определенными вот так вот искали, тоже говорили, что как-то показывает, когда одна на другую заходит внахлёст, то значит здесь вот и будет вода. Но, хочу сказать, очень много прошли, не было воды, хотя показывало, что здесь будет вода. И вот на тот момент я слышала об этой сковородке, что тоже вот так вот говорили, что так вот и делали там в старину когда-то. Но не удалось. Вода централизованная была на участке, а вот именно на участке свою скважину сделать не получилось. Вот. Но это по поводу, значит, этого я отступление сделала. И еще хочу сказать, сегодня открывайте окна, чтобы ветерок у вас попал к вам в окно, подул хорошо, все нехорошее, в общем, выдул с вашего жилья, сдул. То есть осталась хорошая, здоровая энергия у вас в доме. Да. Вот такие праздники. Вот. Так что с друзьями встречаемся. Скажете, сплошные праздники. А что поделаешь? Да, вот такие вот, да. Вот такие праздники. Конец рабочей недели, что вы хотите. Вот. А на этом, наверное, я закончу. А то мы разговоримся с вами. И очень будет это долго. Так что вот такие у меня планы. Вот сегодня мы с вами сделали фаршированные перцы с добавлением сыра, плавленного сыра. Думаю, что будет очень хорошо, вкусно и здорово. И тоже рекомендую какие-то небольшие делать добавления в уже известные нам блюда. И будет очень здорово. То есть экспериментируем. А с вами на канале была Ольга Николаевна. Всем блага, здоровья, хорошего чистого неба, мирного неба. И до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно они нам нужны всем, необходимы. И до встречи. Она Ольга Николаевна.